торчит. Рыбалка с Юрием Петрашем. Так, вот мы прибыли на наше первое место. Любая вода, как только ее видишь, конечно, чувство захватывающее. Наш старый друг. Hey, good to see you. Good to see you. Hi. Now we're more ready. More staff, more rods. Let's Ready go. to fish. Итак, друзья, мы на воде, 2018 год, США, штат Флорида. Сегодня первая рыбалка у нас будет, можно сказать, с нашим старым другом, с которым я познакомился полгода назад. Это Даг, причем человек вот с интересной такой биографией. Основная его работа – это работа полицейского, и в свои выходные он подрабатывает гидом. То есть человек по-настоящему очень любит рыбалку. Рыбалка здесь начинается, как и везде, с того, что нужно оснастить сразу 2-3 удилища. То есть, ну, как давно уже всем известно, американцы не любят там часто менять приманки на одном удилище, поэтому они сразу заряжают несколько удочек. Я с собой взял 3 удочки. Одна удочка у меня с классической безинерционной катушкой и 2 с мультипликаторной. Безинерционная катушка будет мне служить для ловли поверху. В данном случае это будет приманка боксер 4,5 дюйма активная, а мультипликаторные катушки послужат для работы с дна, в зарослях, там, где заброс должен быть недалекий, но ловить нужно мощным удилищем для того, чтобы выдергивать рыбу из травы. Но сейчас перейдем к делу. Go fishing. Yeah? Yeah. Go fishing. Go fish. Let's go fishing. Let's start. Так, ну что, первый заброс. Казалось бы, прошло полгода, а кажется, что было совсем недавно. Сейчас каждый заброс вот такой весь на грани. Я несколько раз после последней поездки представлял, как будет проходить рыбалка. И вот я на рыбалке. Наши руки всегда автоматически делают ступеньку. Поэтому гид сразу поправил. Приманка должна идти вот прям по дну. То есть, ну, волочение. Волочение с остановками. У американцев принцип такой же. В первом месте не клюет, едем дальше. Красота, конечно, неимоверная. Очень красивый внешний вид. Люди вокруг озера бегают. Много птиц. Есть рыболовы. Ну, едем за нашей первой рыбой.
Сейчас мы идем по такой же тактике, как летом. Движемся вдоль канала в поисках активной рыбы. Дак пробрасывает левый берег, я правый. Ловим мы на активные приманки без отгрузки. Если данная ловля успеха не принесет, тогда будем перемещаться для ловли в траву. В траве ловить, ну, во всяком случае, для меня будет непривычно. Это немножко другая ловля. Отличается она от привычной нашей тем, что ловля происходит вот при глубине, скажем так, 1,5-2 метра. Нужно бросать грузики от 30 до 60 грамм. Почему? Потому что идет очень плотный слой растительности, ну вот что-то типа нашей кувшинки. И такой большой вес нужен для того, чтобы приманка как бы провалилась в эту траву. И вот на этом первом падении нужно ждать поклевку. Мифы о том, что где-то есть места, там, где рыба клюет с первого заброса, таких мест нету. Сколько бы рыбы не было, ее активность никто не отменял. Ну, речь идет о том, что она может быть как активна, так и пассивна. Вот. Ну, мы пока не нашли активную. Вот и первая наша рыбка. Первая наша. Кто это у нас? Это у нас бас. Маленький, но бас. Первая рыба, независимо от размера, она всегда приятна. Тем более на свою приманку. Вот я сейчас забросил, стоит катер, приманка ударилась прямо об катер. Отлетела, и он тут же из-под него выскочил. Ну и клюнул. Для того, чтобы поймать первую рыбу, мне пригодился мой уже небольшой опыт. То есть это первая рыбалка проходит вот в том же месте, где и была полгода назад. Те же места, та же приманка и та же рыба. Ну, сегодня я, если можно так сказать, пристреляюсь и потом отправлюсь в новые места. Рыбалка с Юрием Петрашем. На поверхностные приманки клёва особого мы не заметили, поэтому сейчас решили сменить тактику. Ловля будет производиться так называемым флиппингом. Что это такое? Это недалекий заброс перед собой, прямо в самые густые кусты травы. И если бас есть и у него есть настроение, на первом падении он берет. То есть здесь используется, как я уже говорил, достаточно тяжелый груз от 1 унции, то есть от 28 грамм и выше. Задача груза просто заставить приманку вот пробить сквозь траву, чтобы она начала опускаться. Ну, посмотрим, что из этого получится. Конечно, такая ловля
ни на что не похожа. Было бы очень интересно поймать все-таки. Метр глубины, 30 грамм, огромная приманка и заброс прям под ноги. Ну, посмотрим. Раз он так советует, значит, они так ловили. Вот наша вторая рыба. Сегодня клев, по словам гида, ужасный. Второй небольшой басик вернее, но он есть. Ну, справедливости ради, хочу заметить, у гида была, по-моему, всего одна поклевка. Сейчас мы вот постоянно меняем тип ловли. То мы ловим в густой траве, то вдоль берега. Вот здесь глубина, ну, наверное, сантиметров 30. И, в принципе, как и при нашей рыбалке, когда вот очень редкие поклевки, ты уже такой любуешься, смотришь. Ну, тут действительно очень красиво, красивые дома. И вот хотелось бы отметить, что вот идет узкий канал, и большое количество людей имеет как бы свой двор, свой дом на берегу воды. То есть это не так, как у нас там, вот речка, там, ну, стоит там 20-30 домов. А здесь вот благодаря каналам с двух сторон идут дома, каналы очень длинные, все имеют возможность находиться на первой линии, очень красиво, никаких больших заборов, вот красивые домики, мангалы стоят барбекю. Ну вот атмосфера очень добрая. И когда ты всем этим любуешься, происходит поклевка, такой выстрел, ну, прикольно. Ну вот, очень непривычно наблюдать, особенно, наверное, для наших жителей, когда ну вот, везде все, ну, достаточно открыто. Подходи куда хочешь, бери что хочешь. Может, это обусловлено тем, что в этом штате ну, вот, разрешено свободное ношение оружия. Для этого тебе надо быть всего-навсего гражданином Америки. Тебе должно быть 18 лет. Ну и у тебя должно быть $50-100 на боевое оружие. Ну и, может быть, это в своем роде дисциплинирует людей. Хотя, я думаю, преступность здесь тоже на определенном уровне, потому что вот в прошлый раз, когда я заходил в рыболовный магазин, решетка, дверь закрыта, так позвонил, кто-то выглянул и тебя запустили. Это тоже своего рода, ну, как бы безопасность от ограблений, но вот была поклевка у гида. Своего рода как бы безопасность относительно ограблений. Но вот здесь, там, где деньги не лежат открытые, где нет доступа к наличным, опа, есть хороший бас. Пока мы разговаривали, прямо из травы, и сошел. Ну, только что вот опять во время рассказа вот состоялась хорошая поклевка у гида. Именно из травы мы с ним вот, ну, приняли решение ловить таким образом. Я перешел на ловлю поверху виброхвостом без отгрузки, а гид продолжил ловлю в траве. И вот у него была мощная поклевка, ну, было прям видно, вот он из травы, ну, вот несколько метров он его протянул и, к сожалению, сошел. Почему сошел, неизвестно. Так как ловля идет на офсет, пастью ну, вот, не порвешь, нитки очень мощные, то есть вот просто кто кого. По какой причине сошел, ну, наверное, вероятность одна, только та, что, ну, был за край губы.
Потому что иначе с ним можно делать все, что угодно, ему не порвешь ни пасть, ничего, снасть не порвешь. Ну, факт есть факт, сошел. Эта поездка для меня полна ожиданий, потому что, так как мы спланировали, нас ждет огромное количество рыбалок и рыбалок разных. То есть сегодня мы просто ловим любого окуня, то есть это может быть и большеротый, он же бас, может быть павлиний, еще какой-то есть, я не помню. Завтра по плану у нас ловля исключительно павлиньего баса. По словам одного из гидов, который нам продал этот тур завтрашнего дня, что он знает, что где-то в районе аэропорта Майами есть скопление, и завтра мы за ним поедем. Но это рыбалка, мы можем приехать, можем поймать много, может ничего. Далее впереди нас, опять же по плану, если позволит погода, ждут 2, может быть 3 морские рыбалки. То есть это тоже какая-то большая рыба, совершенно другая рыбалка. После морской рыбалки будут басовые рыбалки, потом еще какая-то рыба. В общем, я не успеваю фантазировать, как это все может случиться. И несмотря на то, что вот сегодня как-то так грустновато с клевом, конечно, эмоции меня переполняют, когда зимой видишь все это. Во-первых, лето, во-вторых, классная среда тебя окружает. И когда еще даже изредка клюет, ну ты в полном кайфе. Конечно, подобная ловля, она вот очень хороша для новичка в первую очередь. Почему? Ловля идет на офсетный крючок, который практически нигде не зацепляется. Ловля идет поверху. Это та ловля, которая прощает практически все ошибки. То есть ширина самого канала всего максимум метров 20, в некоторых местах 25, в некоторых всего 15. И даже если ты новичок, и даже если ты не знаешь, куда бросать, то все равно один из забросов пройдет где-то рядом с рыбой. И рыба, она если берет, то вот она берет с таким зверством, особо жадно. То есть нет такого, как с нашим там судачком, который поклевывает где-то там, хочет, не хочет. Здесь, если она решила уже атаковать, вот она взяла и пошла борьба. Поэтому вот иногда вот прям хочется собрать всех любителей, всех, кто хочет попробовать, и чтобы вот у них, у каждого была возможность хотя бы на один денек, хотя бы на 1 часик приехать и попробовать подобную ловлю в такой классной атмосфере и с такой интереснейшей рыбой. Наш гид сейчас словно охотник, высматривает, он немножечко расстроен, то, что плохой клев, естественно, как человек обязательный и ответственный, его задача, чтобы его клиент поймал. То есть уже поступило предложение половить на живца, но я, как истинный спиннингист, естественно, отказался от данной ловли, потому что для меня в первую очередь важно поймать на искусственную приманку. На живца вот вроде бы как не проблема поймать любому, везде, всегда. Это неинтересно. Ух ты! Два раза. Только что вот на самых глазах
Вышел бас, я ему отдал приманку, вот я такое использую при щуке. Он за ней вернулся, взял, ну и сошел, сволочь такая. Причем на ларву люкс. Это была вот моя лично первая поклевка на ларву люкс в размере 3,5 дюйма. И это так было интересно прямо перед глазами. Ну, сволочь маленькая, не попался. Сегодня, конечно, рыбалка, ну, сказать трудовая, это ничего не сказать. То есть ты приезжаешь там за несколько тысяч километров, думаешь, ну все, я еду на тот водоем, на котором я классно половил, когда был еще не готов. Едешь с гидом, которого ты знаешь, уже знаешь, на что ловить. Приезжаешь, а тут такая засада. Ну и приходится вымучивать рыбу. Естественно, первые рыбы я поймал на приманку боксер, которая у меня сработала в прошлый раз. Ну, по итогу, по факту, даже сегодня на нее лучше всего клевала, потому что если гид первую половину рыбалки ловил исключительно на приманке фанатик, то сейчас уже нужно спасать ситуацию, нужно спасать рыбалку, а на фанатик все равно клюет, клюет. Вот он, на ларву 3,5 дюйма. Так вот, о чем хотелось сказать. Гид на своего рака все-таки сумел уговорить одного баса, но я, естественно, принципиально ловлю только на свои. И, ну, были свидетелями, вот у вас на глазах, во время рассказа, все-таки его поймал на ларву люкс 3,5 дюйма. Это круто. Давай, давай. Опа, а вот уже покрупнее. Опять наша ларвочка, опять наш люкс. Вот такой наш люкс. Окунь небольшой, но уже вроде бы как конец рыбалки. Не клюет, уже повешен нос. И вот так вот заработала наша ларвочка. Ах, даже достать не могу. Вот он, красавец. Хочу сразу отметить, что несмотря на то, что рыба пассивна, вот если ларва люкс его находит, ну вот жадно, вот аж клацает зубами берет. Первая рыбалка сезона 2018 по открытой воде подошла к концу. В этом году у меня на родине, к большому сожалению, ну или к счастью, зима так не наступила в это время, поэтому многие до сих пор ловят рыбу по открытой воде. Ну а я в этом году по открытой воде открыл рыбалку здесь, в Майами, в штате Флорида. Несмотря на то, что сегодня рыбалка была не на самом высшем уровне по активности рыбы, но та мысль, что каждый день будет много рыбалок, она меня как бы греет больше и больше. Ну, а нам осталось поблагодарить нашего гида. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Те, кто не подписались, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, и вы увидите видео в числе первых. А впереди вас ждет очень много. Рыбалка с Юрием Петрашем.